Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. На этой неделе осень с зимой встречается. И у нас сегодня колода 78 дверей, напомню. Принципиальный вопрос, открыты двери или закрыты, и каков ключ, каким образом можно эти двери открыть. Вот давайте мы с вами узнаем на эту неделю, какие двери будут для вас открыты, но где понадобятся усилия. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что метафорические образы карт и где-то наш, может быть, альтернативный взгляд на те или иные события поможет вам принять какое-то решение или просчитать какую-то ситуацию на пару шагов вперед. В принципе, основа, наверное, как и уходящего ноября, так и весь декабрь, отношения. Отношения в социуме. Отношения, конечно, в первую очередь. Личная жизнь может стать на первый план, и как будто этим нужно, ну, если не заняться, то уделить внимание. Семерка жезлов. У нас человек показан, если мы говорим открытые двери или закрытый грот и человек. Непонятно, не то он закрывает эту дверь, или камень этот придвигает, или он, наоборот, его отодвинул. Вот какой-то выбор у вас будет. Будете просчитывать какую-то ситуацию, может быть, касаемо, ну, любой сферы абсолютно жизни, у кого-то и в личной жизни, продолжать отношения или нет. Или продолжать мне труд на этом месте работы или нет. Или, может быть, в каком контексте или в какой манере я буду продолжать отношения с коллегами, с конкретным человеком, с руководителем. Либо я закрываюсь, либо и как-то ухожу от каких-то вопросов, которые я не хочу больше там участвовать. Такое может быть. И вроде как и ситуацию изменить не могу кардинально, но повлиять я могу. Вот как влиять? Вы что-то будете решать, принимать какое-то решение. Но это то, что само перевернулось. А наша первая карта, что важно знать, или что будет для вас как в приоритете, какие вопросы, чем придется заниматься, или в целом характеристика, как настроение, что для вас важно на неделе. Близнецы. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать? Что будет помогать, что будет радовать? Давайте достанем карту «Что скрыто?». Может быть, мы чему-то не придаем значения, а может быть, от нас скрывают. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Денежную энергетику посмотрим, что в личной жизни, как видят карты. И достанем карту «Совет», подведем итог на эту неделю. Итак, что важно знать? Шестерка мечей. В других колодах это карта заслуженного успеха. И правда, мы здесь работаем и получаем, как и прибыль, удовлетворение от работы, какой-то успех ждет. Значит, то дело, которым вы заняты, как минимум одно, обречено словно на успех. Очень хорошо эта карта проигрывается. Вот нам уже конкретно показывает, да, сфера IT. А также, может быть, вы будете решать вопросы по поводу поездки или приезда человека к вам. У кого-то это может проиграться, как я собираюсь поменять работу в офисе на удаленную работу. У кого-то из вас это могут быть работы с командировками. Или вы будете что-то анализировать, работа с информацией, с большим количеством людей. Как будто нужно принять решение, и вы ищете недостающие какие-то факты, чтобы сложился этот самый пазл. Но вот все то, чем мы заняты, в конечном итоге гарантирует успех. Значит, вы четко знаете, где как будто ваша удача, счастье. Вы можете что-то планировать. Кто-то из вас может планировать путешествие куда-то далеко или переезд. Чего не избежать? Вам придется принимать какое-то решение, и причем, может быть, в том контексте, как вы раньше этого не делали. Пятерка кубков у нас здесь показана, и в этой колоде карт. Если мы сказали, самая главная тема – это двери. Открыты они или закрыты. У нас дверь изображена горящая. И девушка, которая находится на втором этаже, она кричит о помощи.
Никто ее не слышит, вокруг нет никого, да и уже смеркается как будто. Она надеется на то, что кто-то придет на помощь, хотя карта нам очень ясно дает понять, что все будет зависеть от ваших действий. Вас могут одолевать сомнения, может быть и внутренние страхи. Вот как по этой карте, какое-то важное решение, жизненно важное, может быть даже для вас, вы должны принять. Вот такая неожиданность. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время, что может помешать. Эмоции, посмотрите, холодная карта, как будто нам совершенно необходимо, или может быть это как карма по судьбе, мы должны столкнуться с той были ситуацией, которая для нас словно вот этот водопад, ледяной душ какой-то, который мы должны пройти. И это выпадает нам в позиции, чему сейчас не время надеяться, что если мы пройдем какие-то усилия в виде, вот, например, ледяного душа, то, что откроется нашему взору, будет означать на длительный период времени. Мы, может быть, и столкнемся с этой ситуацией, когда нам нужно принимать решения. Но, значит, жить где-то в разрезе одной недели или в временных рамках одной недели. Не планировать что-то на далекий период времени. Не думать, что мы чем-то будем очарованы, да, после того, как мы совершим какой-то героический поступок или преодолеем сами себя, и впоследствии что-то закончится как будто. Нет, по рыцарю кубков это не есть какая-то точка, это есть продолжение, причем то продолжение, которое мы тоже просчитать не можем. Наверное, в зависимости от того, что это будет, вы будете решать, стоит ли в чем-то участвовать или нет. Но вы можете, правда, быть на выборе. Причем, с одной стороны, как будто прыгать придется, действовать придется вам. Мы не отменим какие-то действия, но кто-то из вас может словно отказаться от прохождения вот этого холодного душа. Все-таки нам говорят это в позиции, чему сейчас не время. Не время где-то себя в какой-то дискомфорт, мои дорогие близнецы, как будто повергать. Так, риска-то нет по этой карте, но и гарантии, если вы хотите в чем-то гарантии, то их тоже как будто здесь не будет. Давайте мы посмотрим, что же будет помогать. А вот будет помогать, когда без ледяного душа, посмотрите, туз жезлов, у нас показан маг-волшебник. Да, двери закрыты, но он их открывает пассами, интеллектом. Он как будто знает код, волшебное слово. Или он знает, каким образом, может быть, взмахами рук, каким-то определенным тактом или последовательностью эти двери все равно открываются. Тут, безусловно, ваше решение, но больше оно касается, когда что-то вы просчитаете, когда больше доверяете самому себе, когда работает интуиция у вас. Вот это тоже все помогает, как подсказки интуиции. Поэтому сохраняя собственные принципы, прислушиваясь к интуиции, где-то просчитав именно способом интеллектуальных каких-то размышлений, рассуждений, безэмоционально, у вас получится решить какой-то вопрос. Правда? И, может быть, для кого-то эти действия или принятие решений, вот это решение будет сродни того, что как вот эта девушка спрыгнет со второго этажа. Но я условно это говорю. Это значит то, чего вы раньше не делали. Или тот способ воздействия, взаимодействия, когда вы тоже прежде каким-то другим образом действовали. Пусть это будет не выражаться в наших какой-то физических усилиях, но решение само по себе придется принимать, и это вас, может быть, как, знаете, гора с плеч. Вам сразу легче будет от того, что вы в чем-то определились, и какая-то двойственность уйдет. То есть, вот, видимо, успех в чем-то, в вашем деле, в вашей работе, может быть, в деньгах, может быть, в отношениях. Нам не говорят конкретно, хотя шестерка мечей больше про работу или переезды. У кого-то ведь может быть именно ситуация, меня смотрят люди из разных стран, когда мне нужно ехать, или я вынужден куда-то отправиться, или быстро переместиться, потому что по-другому я здесь не могу оставаться, это опасно. И тогда вы будете готовы, может быть, даже сквозь этот душ пройти и рассчитывать сами на себя, как будто я знаю, что я потом с любой ситуацией справлюсь. И такое тоже может быть.
что скрыто. Знаете, по четверке мечей, если мы говорим про отношения, хотя может быть и такова обстановка, если мы посмотрим на карту, дверь как будто закрыта, а вот человек, он идет с тростью, и нам показан слепой, но это тот слепой, который, если мы уберем эту трость, он не похож на человека, который поражен этим недугом. Он хорошо сложен, у него развит плечевой пояс. И, скорее всего, человек как будто хочет продемонстрировать, что он здесь был. Он проходит как будто мимо, и специально его даже трость не повернута в сторону двери. Ему нужно продемонстрировать, как вам, к примеру, какие-то отношения вы, может быть, продолжаете, потому что, ну, так уже сложилось, да, но мы надеваем маску и не говорим, что мы приняли какое-то решение. Или мы ведем какую-то свою игру. В отношении вас, что скрыто, мои дорогие, вы можете вести какую-то свою игру, потому что есть желание что-то осуществить. Или с вами тоже кто-то может вести свою игру, потому что какая-то своя есть задумка. И вот, может быть, в зависимости от того, что это будет, где-то нам будут помогать вот такие энергии, когда мы не выносим вердиктов, когда мы приводим собственные мысли в порядок, когда мы что-то становим на паузу, а может быть и человек тоже что-либо, как продвижение или ваши отношения, тоже становит на паузу. В зависимости от того, что это будет. Для кого-то это будет как холодный душ, а для кого-то будет бегство. Опять же, все зависит от ситуации. Но я должна сказать, будет все же помогать то, когда, ну, где-то вот эта фраза, когда я сам у себя на уме. Определенно, вот эта позиция будет сильна. Поэтому, видимо, вот такие маски для вас тоже необходимы. И люди где-то ведь тоже могут быть на своей волне. Дела, работа, бизнес. Ну, знаете, по колесу фортуны, здесь, конечно, любое колесо фортуны, это мы можем столкнуться с внезапностями или неслучайными случайностями, когда придется, ну, исходя из той ситуации, которая есть, действовать. Это старший аркан, как ни крути. В этой колоде как будто человек, люди собрались именно потому, что они не знают, как действовать дальше. И они надеются, что вот путем таких спиритических гаданий, такого спиритического сеанса, через подсказки других, через видение других, они для себя просчитают какую-то ситуацию. Но все же, видимо, я бы сказала так, быть внимательному ко всему, что происходит вокруг вас. Будет много взаимодействия, как и с людьми, и вы на самом деле вынуждены будете где-то одевать маски, потому что кто что думает, просчитать невозможно. Обстоятельства, которые могут сложиться на этой неделе, тоже нас где-то поставить в такие условия, когда мы что-то думали или предполагали одно, а тут ситуация приобретает какой-то другой вариант развития. И, видимо, решение какого-то вопроса вы не сможете отложить на потом. И принимать решение вам все равно как будто придется. Будьте осторожны, не рискуйте собой. Все-таки я бы сказала так. Просчитать или поставить, как будто, да, ну, если не на паузу, то пространство для маневра просчитать, мои дорогие близнецы, на этой неделе будет неплохо. Давайте мы посмотрим, что по финансам. Двойка жезлов. Вы, правда, с чем-то определиться. Может быть, это будет как раз касаться финансов, когда вы больше будете склонны не тратить. Нам показана девушка, которая как будто подглядывает. Вот и вы будете больше наблюдать. Или, может быть, как способы зарабатывания денег. Или когда для кого-то из вас вам придется на 2 работах еще быть. Или принимать решение, но не на этой неделе окончательный вердикт, а когда вы будете собирать информацию, буквально вот так вот, может быть, искать информацию или словно подглядывать в соцсети, или неважно, что это будет, ведь тут самое главное для чего. Мы должны с чем-то определиться, и пока определенности по финансам как будто нет, значит, есть в вашей жизни какой-то пункт,
когда вы что-либо не можете просчитать. И, скорее всего, это будет связано либо с тратами, либо с какими-то вопросами, которые по времени, может быть, тоже как-то не развиваются так, как вы хотели бы это. Или, может быть, это по работе есть какой-то выбор, или ваше окончательное решение должно быть принято, и его сделать тоже будет очень сложно. Я не вижу, с одной стороны, нам сказала карта, да, если мы путем интеллекта, наших каких-то рассуждений, анализа, логики приходим к выводу, нам потом легче, потому что нас уже этот вопрос не мучает. Но, видимо, принять его очень сложно. Больше в сторону рационализма, это первое. И знаете, все же это у нас туз жезлов, и в позиции что помогает. Жезлы – это всегда наш импульс. Это когда мы занимаемся тем, что нам нравится. Или мы рядом с теми людьми, которые нам близки по духу, с кем хочется быть. Вот где-то в сторону того, где вам хорошо, вам следует, держать направление. Личная жизнь. Не строить себе иллюзии. Первое, что нам говорит именно в этой колоде карта семерка мечей. Хотя в остальных колодах карта вора, вы можете сомневаться в человеке, действительно. Вы можете сомневаться в ситуациях. Почему-то для вас, мои дорогие близнецы, много двойственности на этой неделе. У кого-то в работе, у кого-то в денежных тратах, или, может быть, вопросы касаются поездки, в какое место я еду, или перемещение куда-то, а стоит ли вообще туда перемещаться, стоит ли мне совершать эту поездку. Но есть и такой момент, когда и с вами могут хитрить. Правда, по семерке мечей не случайно карты вора называют. Это не значит, что безусловно, что что-то у нас украдут. Хотя внимательным следует быть, как и к паролям аккаунтов, так и к сумочкам, кошелькам, к электронным системам расчета, значит, тоже мы должны быть внимательны. Но если мы говорим про эту карту «Личная жизнь», девушке кажется, она рисует вместо закрытой двери, которая у нее перед глазами, она рисует открытую, ей кажется, она дорисует, и дверь откроется. На самом деле мы понимаем, что этого не произойдет. Поэтому какие бы мы себе ни рисовали, в ментальности, вот по какой-то конкретике, мечты или какие-то абстрактные видения, нам как будто не поможет. Мы не уйдем от каких-то действий или окончательного принятия решений. Значит, есть в чем-то двойственность, есть элемент, когда вы кому-то не доверяете, это точно, или что-либо, как задачу, тему, не можете просчитать пока еще на этой неделе до конца. Поэтому вы вынуждены словно держать какой-то нейтралитет, как где-то и по финансам, так и по отношениям, как будто так. Потому что выбор, по сути дела, как будто сложный. Либо огонь, либо холодный душ. И вас не устраивает и не то, и не другое. И помогает-то именно ваш интеллект, мои дорогие близнецы. Я буду рада очень отзывам, чего касается ситуации. Не могу сказать, что карты нам про любовь, увы, а больше о том, что вот настроение не совсем, как будто вы склонны доверять на этой неделе. Восьмерка кубков в карте совет, как будто отправляться куда-то придется, или когда мы ищем вообще выход, и мы его находим. Посмотрите, нет закрытых дверей. Для вас, правда, нет патовой ситуации. Это уже само по себе хорошо. Но как будто выйти нужно из какого-то прежнего пространства. Сделать так или иначе придется что-то не так, как или не тем способом, как вы делали. Самое главное, нам говорят, весь мир у твоих ног. И весь вопрос в том, сможешь ли ты пересечь вот как будто это пороговое значение, сможешь ли ты отказаться от чего-то прежнего для того, чтобы перед тобой открылись все краски мира. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.